Таким образом, вы создаете мощный исходящий поток энергии, и обязательно рано или поздно пойдет входящий. То есть что посеешь, то и пожнешь. Вам не дано знать, в принципе, куда именно придут люди. Может получиться так, что вы делаете много звонков, и никто не реагирует на предложение адекватно. Так же, как и вы в свое время, наверное. Но вы все равно делаете, и тут бац, вас сам находит человек, интересуется вашим бизнесом, включается в работу, делает вам многотысячную организацию людей в сети. И все только потому, что вы создали и продолжаете создавать мощный исходящий поток. Дайте себе время научиться и не гоните лошадей. То есть исходящий поток создаем постоянно, используем множественные источники для пополнения исходящего потока. Не зацикливайтесь на чем-то одном, потому что сегодня вы можете рассылать сообщения, добавлять друзей, писать какие-то отзывы, комментарии оставлять, репосты и так далее. К вам завтра придет человек совершенно из другого направления. Но если бы вы не делали до этого исходящий поток в других направлениях, то он бы к вам и не пришел в принципе. Помните, нет неуспешных, есть нетерпеливые. Еще такое понятие есть оповещение на перспективу. Оповещение на перспективу следует делать спустя около недели после того, как вам сказали нет. У меня к вам такой вопрос. Были ли у вас такие ситуации, когда вам отказывали? Вы звоните или пишете людям, а вам отказывают. Вы приглашаете в проект, вам отказывают. Риторический вопрос, но ответьте, пожалуйста, мне в чате на этот вопрос. Теперь второй вопрос. Как часто вы возвращались к этим людям? То есть, если вам человек отказал один раз, как часто и через какое время вы возвращались к этому человеку и пытались с ним поговорить? Ни разу, да, кто-то? Бывало, но редко и мало, не всегда, по ситуации. Вот опытные сетевики, я вижу, используют этот инструмент. Смотрите, сейчас расскажу прям пошагово, как нужно общаться с людьми, которые вам первый раз отказали. То есть этот звонок или это сообщение, этот диалог нужно построить примерно через неделю после того, как вам сказали нет. Привожу пример прям диалога. Вы звоните, говорите: Оля, привет. Я тебе все по тому же вопросу, только приглашать никуда не буду. Удобно говорить на 2 минуты? Ну, если да, то, соответственно, продолжаем разговор. Слушай, я почему так вцепился в тебя? Просто я вижу сейчас людей, которые достигли успеха в новом для меня бизнесе, и они чем-то на тебя похожи, по характеру в основном. Поэтому я звоню оповестить тебя об очень важном. Я вижу в этом бизнесе просто огромное силу и намерен в нем реализоваться полностью. Мне на самом деле исключительно пофиг на мнение окружающих и на то, сколько времени займет у меня этот процесс. Я знаю, ради чего я это делаю. Так, возможно, со временем ты переменишь свое отношение к моему предложению. Я даже уверен в этом. Ведь с головой ты дружишь? Ну да, там или нет. В зависимости от ситуации люди отвечают вам. Дальше. Так что знай, для тебя двери всегда открыты. Я очень изредка буду держать тебя в курсе событий и не буду приглашать в бизнес, пока ты сам не проявишь должного интереса. Я буду рад продолжать с тобой общение независимо от этого разговора. Договорились? Делайте паузу, этот человек должен ответить. Вот и отлично, пока. То есть таким приемом мы не пытаемся еще раз, очередной раз подключить человека к своему проекту. Нет,
Мы оставляем дверь открытой, показываем, что что я адекватный человек, который просто будет держать этого человека в курсе. Да, на самом деле это стандартный разговор в сетевом маркетинге для настоящих профессионалов. Новички не все об этом знают, поэтому я и даю информацию в основном ту основную, которую просто необходимо знать для грамотного ведения бизнеса в сетевом проекте. Едем дальше. Как составляется список? Берем или большую тетрадь, или вордовский документ открываем, разлиновываем, делаем 3 графы. Первая графа – это фамилия, имя, отчество. Вторая графа – это телефон, дата рождения, адрес, все контакты. И третья графа – это результаты общения. Для чего это нужно? Для того, чтобы всегда знать, на какой стадии общения вы находитесь с тем или иным человеком. То есть, например, вы позвонили человеку и сразу после звонка вписываете в графу результат общения, например, отказал, перезвонить через неделю. Через неделю перезваниваете, допустим, если человек согласился, то замечательно, сотрудничаем дальше. Если не согласился, то пишем в результат общения, то, что оставил дверь открытой. Периодически напоминайте себе человеку. Все, в принципе, вот и вся работа со списком. Кто входит в список? Это могут быть друзья, знакомые, соседи, одноклассники, сетевики из старых проектов, из параллельных веток. Обязательно запишите себе в список своих спонсоров. Как думаете, для чего нужно записывать своих спонсоров в список имен? Напишите ваши мысли. Для чего мы записываем в список имен своих спонсоров и людей из параллельных веток? Все правильно? То есть, в принципе, 20% сетевиков рассматривают новые проекты. И периодически люди меняют свои проекты, даже если вы сейчас на все 100% уверены в своем проекте, то, возможно, через год что-то изменится или в вашей жизни, или в самой компании, и вы уйдете в другой проект. Соответственно, вы посмотрите в ваш список имен и увидите всех ваших коллег по параллельным веткам вашего спонсора, и можете уже смело их обзвонить или снова начать с ними переписку, потому что у вас уже есть некая степень доверия друг к другу, и люди легче подтянутся в новую компанию именно к тем людям, с кем они уже до этого работали в каком-то другом проекте. То есть при смене проекта эти контакты все пригодятся. Мы все сюда пришли не на один день, не на один год, поэтому бизнес нужно вести профессионально и грамотно. Задача на этом этапе выписать себе 1000 новых контактов. Как вы считаете, сможете вы это сделать или нет? Если вы не понимаете, откуда берется эти 1000 контактов, то напишите мне в чате. Если понимаете, то тоже напишите в чате. Смогу ли я выписать себе вордовский документ или в большую тетрадь 1000 контактов новых? Точнее, не новых, а тех имен, тех людей, которых вы знали всегда на протяжении вашей жизни, сталкивались, допустим, где-то
по лестничной площадке, или там на заправке, или в магазине, или на старой работе, или родственники, семья, друзья, знакомые и так далее. В принципе, у каждого практически наберется 1000 таких контактов. С этого начинается работа входящего потока. Тяжеловато. 1000 новых контактов из вашей жизни набрать, конечно, тяжело, но реально. Если у вас есть такое желание, то наберется, потому что каждый среднестатистический человек в своем окружении, ну, как минимум 1000 человек у него есть. Просто мы не с каждым общаемся каждый день. С кем-то мы общались год назад, с кем-то мы общались 5 лет назад, с кем-то 10 лет назад. Обязательно вспомните, поднимите все архивы, вспомните все эти контакты и запишите себе в вордовский документ или в тетрадку. И дальше начинаем работу со списком. Звонки, встречи, оповещения на перспективу. Ваша задача как можно скорее использовать ваш список. Не растягивайте общение с людьми на 3 месяца. Рекомендуется, в среднем проводить 5 встреч в день. Нельзя проводить по одной встрече в день. Объясню почему. Допустим, вы договорились на одну встречу на следующий день. Вы тщательно готовитесь к этой встрече, собираетесь, краситесь, одеваетесь, приезжаете на встречу, стоите, сидите, ждете, за час приехали до встречи. И тут где-то минут за 5 до встречи этот человек звонит и говорит элементарно то, что он не приедет. Все, у вас руки опустились, вам уже ничего не интересно, вы уже никому не звоните и не заинтересовываете. Все, у вас не то, что один день вышел из строя, у вас дня 2-3 как минимум вышло из строя, в принципе. То есть из 5 человек, к примеру, 1 не придет, 2 будут думать, 2 согласятся, к примеру, это нормально. То есть дальше что делаем? Приглашаем на презентацию по телефону. Допустим, если это ваш знакомый или ваш друг, с которым вы недавно общались и который привык, что вы общаетесь в дружеской такой ноте, в этом случае вы делаете обычное приветствие, но моя рекомендация: сразу переключаем разговор в деловую струю. То есть: привет, Вася, как дела? Как поживаешь, как жизнь, как жена? Я тебе хочу сказать сразу то, что на самом деле я тебе сейчас по делу звоню. То есть именно этой фразой вы переключаете человека на деловое русло. Приглашать можно научиться только при постоянных тренировках. Задача получить 10 да в день. 10 да в день можно получить, сделав в среднем около 40-минутных звонков. Не надо затягивать звонки на 10, на 15, на 20 минут. Не надо после того, как вы сделали предложение о встрече, начинать разговор о том, как вы провели выходные и так далее. То есть, если вы сделали договоренность с человеком о том, что вы встретитесь и поговорите, все, завершайте разговоры. То есть 1 минуты, максимум 1,5 минуты достаточно для того, чтобы сделать деловой звонок и в итоге получить 5 встреч в день. Такая настоятельная рекомендация: выходите из зоны комфорта. У меня такой вопрос: когда в последний раз вы нарушали границы зоны вашего комфорта? Пишите в чате. Кто ленится делать звонки? Кто ленится делать исходящий поток? У кого недостаточно мотивации? Есть такие люди, я понял. Нужно выходить из зоны комфорта, перебарывать себя. Следующая тема.
Рекомендация от теплого списка. В этом пункте задача плюс 500 новых контактов. Важно научиться в этом секторе работать профессионально. Рекомендации нужно брать легко и красиво. А вам нужно брать простых и адекватных. По сути, вам не нужны в начале пути суперопытные сетевики с огромными базами. Вам достаточно активных и адекватных людей. Если вы сейчас новичок, то у вас просто не хватит опыта, не хватит навыков для того, чтобы выстроить разговор с опытным сетевиком. Обязательно проявляйте настойчивость, важна тренировка. На мой взгляд, это очень перспективный действенный рынок, так что важно научиться работать по рекомендациям стильно и профессионально. Сейчас объясню, как брать рекомендации. Рекомендации нужно брать, постарайтесь при личной встрече. Проявите настойчивость, дружелюбность, пускайте человека со встречи, пока он не дал вам рекомендации или не заинтересовался вашим предложением. Приведу пример диалога. Например, Коля, смотри, как я понял, тебе пока не интересен этот бизнес в силу того, что у тебя либо нет времени, либо нет стартовых вложений, либо просто нет желания. Так? Он отвечает, да, например. Смотри, у меня к тебе есть отличное предложение. Как ты смотришь на то, чтобы попробовать заработать в этом бизнесе без инвестиций своего времени и денег? А как это? Спросит он. Ну, смотри, сама идея так сделать тебе как? Если он отвечает утвердительно, продолжайте дальше. Все очень просто. Сейчас ты мне, именно сейчас, даешь 30-50 рекомендаций просто адекватных людей из твоего окружения. Я их записываю и работаю с этой базой. Как будет результат, я тебе сообщу. И мы поставим эту наработанную мной сеть под тебя. Таким образом, ты попробуешь этот бизнес на вкус, абсолютно ничем не рискуя. Доставай свой мобильник, открывай контакт и поехали. В принципе, такой диалог примерный. Поясню от себя, важно, как только вы получите нового кандидата с его рекомендацией, это повод для повторной встречи и подписания сначала рекомендателя, а затем уже нового кандидата. Вот так, стильно, красиво, профессионально. То есть не пытайтесь человека обмануть. Если он дал вам контакты своих знакомых, своих людей, то обязательно делайте все грамотно и качественно. Не обманывайте людей, а поступайте честно и открыто. Тогда люди ответят вам тем же. То есть, когда вы вышли на контакт с его людьми, те заинтересовались, после этого вы снова связываетесь с тем человеком, который дал эти рекомендации, подписываете его, так как на него уже надо подписать новых людей. И он с легкостью, с радостью, естественно, уже регистрируется в вашем проекте. Вообще при выхлопе всего 20% вы получите более 1000 рекомендаций, а это плюс 1000 новых шансов на успех. Текст разговора, который я подал вам, он является примерным, очень важно его допилить под себя и под свою ситуацию. Допустим, человек вам дал рекомендацию. Теперь вам надо обзвонить этих людей. Как это делается? Привести пример диалога с людьми, которых порекомендовал ваш знакомый. Пример диалога нужен в чат, сейчас в вебинаре озвучивать. Кому-то это интересно? Замечательно, продолжаем тогда. Привет, меня зовут Сергей. Мы с вами лично пока что не знакомы. Я вам звоню по рекомендации, допустим, Николая. Знаете его? Ну, отвечает да. Вам удобно говорить по делу
буквально на 2 минуты. Могу поговорить. Отлично. Там Николай сказал, что вы такой-то, там, стильный, модный, молодежный, адекватный, умный, общительный и так далее. Ну, без особой лести. Я к вам с потенциальным предложением о сотрудничестве. Скажите, пожалуйста, как у вас временем по жизни, сами им распоряжаетесь? Ну, отвечают «да», например. Отлично. Я сейчас набираю команду людей для своего бизнеса. Много работаем, много продаем, много зарабатываем. Сейчас возникла потребность в новых кадрах, поэтому и звоню вам. Нам нужно встретиться и обсудить. И дальше уже договор о времени и месте. Очень важно доработать текст под себя. В записи этот текст еще раз прослушаете и потом доработаете уже под свою конкретную ситуацию. Я вам даю лишь идею, которую вам надо будет доработать. Просто включите творческое мышление и напишите 2-3 адекватных скрипта. Привлеките своего наставника и свою команду. Задача родить приглашение самостоятельно. Если понятна эта тема, то пишите «да», если нет, то нет. Отлично. Идем дальше. Рекомендации от дохлой сети. Так, тут можно перезванивать, Тина. Вопрос такой задает. Тут можно перезванивать. Вы имеете в виду в вебинаре, в чат или куда перезванивать? Конечно, можно. Можно перезванивать. Также заносите его в список имен. Выдерживаете неделю или 2, но предварительно ему скажите то, что буду держать вас на связи, через неделю, допустим, перезвоню. И ровно через неделю вы ему идете снова о себе напоминаете. Все очень просто. Перейдем к следующей теме. Рекомендации от дохлой сети. Кому это подойдет? И что такое дохлая сеть? У меня такой вопрос. Кто уже опытный в сетевом маркетинге? У кого есть в структуре неработающие новички? Напишите в чате. То есть те люди, которые зарегистрировались, которые громко кричали в начале, когда пришли, но в итоге ничего не сделали, просто слились или просто отмалчиваются, ничего не делают. Наверняка у 90, наверное, 100% сетевиков, которые уже достаточно долго работают в сетевом проекте, такие сети дохлые есть. Соответственно, это подойдет именно сетевикам с опытом. Тем, у кого уже есть люди, которые перегорели к проекту или к MLM в общем. Ваши действия. Выписываете всю свою сеть. Дохлые. И принцип рекомендаций тот же самый. То есть берем у них рекомендации. То есть если человек слился, просто напомните о себе. И такой вопрос. Допустим, я знаю то, что тебе сейчас не интересен этот бизнес, но мог бы ты дать рекомендации, чтобы я пообщался там с 10-20 людьми из своего окружения. Буду общаться адекватно и грамотно. Претензий к тебе не будет. И всех этих людей, кто заинтересуется, я подставлю под тебя. То есть человек, ничего не затрачивая, получит в свою сеть уже готовую структуру. Еще раз, помните, что тот, кто уже у вас подписан, всегда может воскреснуть. Так что данный метод убивает сразу 2 зайцев. И плюс пополнение вашего списка новыми контактами. Рекомендация: лучше всего брать такие рекомендации именно при личной встрече. В крайнем случае по телефону или в соцсети.
Ну, сейчас переходим, наверное, к одной из любимых тем. Это сетевики и как с ними работать. Задача выписать 1000 контактов. Подскажу, где брать эти 1000 контактов сетевиков. На самом деле ответ на поверхность все знают. Это соцсети, это MLM-базы, это поиск в Google, это есть специальные базы Skype контактов, где сетевики сами оставляют свои скайпы. Соответственно, можете с ними связываться и уже предлагать сотрудничество. Дальше выписали эти 1000 контактов. Кстати, дам сейчас ссылку на базу Skype контактов, которую сам пользуюсь. Минутку. Всем видно? Копируйте эту ссылку, потом зайдете, посмотрите, что это за сервис. Это бесплатный сайт. Регистрируйтесь, вставляете свой скайп и видите уже базу контактов скайпов, порядка 10 000 сетевиков. Работа на самом деле непочатый край. Дальше, задача номер 2. Вывести на живое общение. Задача номер 3. Наладить контакт. Используйте многоходовочки. Используйте обмен полезностями. Даже можно использовать такой метод, как чтобы сблизиться с этим человеком. Можно даже и купить его продукт, в принципе. Максимальная открытость. Проявляйте максимальную открытость. И всегда помните, то, что 20% сетевиков находятся в поиске. То есть из 100 человек, к которым вы добавитесь, или с которыми вы начнете общение с сетевиками, 20 человек только и ждали, когда вы к ним придете и адекватно расскажете о своем проекте. Все, в принципе. Как вообще можно приглашать и как работать? Опять же приведу пример. Добрый день. Могу я услышать Викторию? Меня зовут Сергей Хомутов. Обязательно добавьте имя и фамилию свою. Мы с вами лично не знакомы, я ваш номер телефона нашел там-то и там-то. То есть в соцсети, в базе MLM и так далее. Вам удобно говорить 2 минуты? Хорошо. Виктория, мы с вами коллеги, и я звоню вам с предложением. Дело в том, что сейчас я начал развивать просто потрясающий проект, связанный с интернет-продукцией, которую я считаю очень актуальной и востребованной. Компания с грамотным руководством, интересным маркетингом и очень интересной командой лидеров. Все, что я сейчас прошу, выделите мне 15 минут вашего времени для общения по Skype или полчаса для личной встречи. Мы познакомимся и обсудим мое предложение. Как вы на это смотрите? Все. В принципе, разговор окончен, то есть ваша работа закончена. Из 100 человек 20% заинтересуются. А там уже дело техники, соответственно, уже назначаете встречу, назначаете время и место. Но существует еще так называемые возражения. Например, мне неинтересно или я не рассматриваю, что за проект, я сейчас занята и так далее. Помните, вам нужно научиться общаться по телефону с сетевиками. Если вам говорят возражения, это супер. То есть вам попался овощ, а человек готов общаться. Так что радуйтесь.
На все возражения нужно отвечать в контексте того, что все, что вам нужно, это всего лишь несколько десятков минут времени этого человека. И что эта встреча ни к чему, в принципе, его не обязывает. Такое возражение, например, я не рассматриваю. Конечно, не рассматривайте, ведь я вам еще ничего не предлагал. Так давайте встретимся и поговорим, ведь хуже от этого точно не будем. Как минимум у нас появится новый контакт друг к другу. Сами же понимаете, обстоятельства в жизни могут поменяться. И эта встреча может стать вообще очень значимой для нас. Согласны? Мы же не знаем. Так что давайте все-таки встретимся, созвонимся и поговорим о деле. Уверен, это будет конструктивно для нас обоих. Все услышали, всем понятно, как именно с этим возражением, как это возражение проработать. Напишите в чате. Отлично. Следующее возражение-вопрос. Что за проект? Вы можете ответить, что, как называется ваш проект, допустим, там, WorkBio, Oriflame, там, Settingbox и так далее. Но это же не так важно. Намного важнее сам факт встречи. Никто из нас не знает, к чему это может привести. Но уверен, я вам звоню не случайно. Давайте поговорим по Skype, встретимся лично и хотя бы познакомимся. Все возражения в итоге сводить к личности или разговору по Skype. Еще раз напоминаю, что 20% сетевиков готовы рассматривать новое предложение, а все их возражения по сути сводятся к тому, чтобы набить себе цену или сходу прощупать вас. Потому что им нужны сильные лидеры, человек, за которым можно идти. Поэтому будьте настойчивы и позитивны. Но если все это, допустим, не сработало в конкретном случае, и если вы слышите, что пока человек не пробиваем, тогда говорите следующие слова. Окей, я понял, вы пока не готовы к встрече. Я позвоню вам через 2 недели. Вы, кстати, есть в ВКонтакте? Возьмите ссылку, обязательно добавьте в друзья. Дальше. Спасибо, что дали мне потренироваться в звонке. Вы сильный сетевик, и я рад, что потренировался с вами. Всего вам самого-самого и успехов. Созвонимся через 2 недели. Дальше. Ровно через 2 недели. Принципиально важна точность. Вы звоните ему и говорите следующие слова. Добрый день, это Сергей Хомутов. Мы с вами созванивались 2 недели назад, и я обещал вам перезвонить. Вот я выполняю свое обещание. Вам сейчас удобно говорить пару минут? Виктория, вы в прошлый раз были не готовы со мной поговорить. Скажите, пожалуйста, мы можем с вами все-таки встретиться, созвониться и поговорить? Уверен, это пойдет на пользу обоим. В этот момент делайте паузу и ждете реакции. Как правило, уже на втором звонке сетевик просто на самом деле, потому что он уже увидел вашу обязательность и настойчивость. Ему уже интересно с вами самому встретиться, узнать, что это за человек такой настойчивый и пунктуальный. Если снова нет, снова звоните через 2 недели. Это тактика многоходовки, она срабатывает по принципу длительной осады. Настойчивость. Помните, что чем мощнее лидер, тем он зубастее. Тренируйтесь, тренируйтесь, еще раз тренируйтесь. С помощью данного скрипта вы сможете выявить адекватных предпринимателей сетевого маркетинга. Именно такие, в принципе, нам и нужны. Важно быть последовательным и не принимать отказ, особенно при первом касании, как истину в последней инстанции. Будьте терпеливы и настойчивы, но в то же время работа с сетевиками делается подчеркнуто легко и изящно. Важно не передавить. И в итоге при правильно последовательной работе вы получите, во-первых, это узнаваемость. Любой адекватный лидер MLM захочет с вами встретиться только потому, что ему станет интересно, кто вы и что вы из себя представляете.
Ведь он тоже испытывает потребность в качественных кадрах. Сильный навык в приглашении, именно навык вы получите. Вы сможете научиться создавать мощный поток кандидатов в свой бизнес, потому что изначально тренируетесь в условиях повышенной сложности. Приглашайте людей, которые приглашают людей сами. И в итоге со временем вы получите в свой бизнес сильных кандидатов в свой бизнес, которых не нужно уговаривать, делать что-то и учить базам и основам. Сейчас у меня к вам такой вопрос. Напишите, какой процент лидеров сейчас в вашей структуре. Допустим, возьмем 100 человек из 100 человек. Сколько людей, какой процент вы считаете, что у вас в структуре лидеров? Напишите в чате. Да, на самом деле так и есть. 1, 5, 3% лидеров. Остальные люди, с которыми надо работать, работать и еще раз работать. Дальше переходим к следующей теме. Это бартер между сетевиками. Что это такое? В этой теме вам нужно, задача ваша, сделать плюс 1000 новых контактов. Идея в том, чтобы обменяться контактами тех людей, кто вам пока отказал, и ему тоже кто-то отказал. Идея понятна? То есть, если, допустим, вы звоните каким-то сетевикам, они вам отказали, вы должны будете готовы поделиться своими контактами в обмен на контакты сетевиков, которые отказали вашему собеседнику. Понятная идея? Если да, пишите да в чат. Ну, поясню еще раз. Смотрите, когда вы делаете исходящий поток, общаетесь с множеством сетевиков, то у вас наверняка будут люди, которые вам отказали. Записывайте их в список имен. Дальше общайтесь с сетевиками, которые уже, например, с вами сотрудничают. Просите у них также несколько контактов людей, которые отказали в свое время им. Вполне возможно то, что если он сделал что-то неграмотно, что-то неправильно, то именно только по этой причине ему и отказали. Соответственно, у вас есть шанс, если вы будете действовать более грамотно, более профессионально, подключить того сетевика к себе в проект. Теперь понятно объяснил? Если да, то пишите да. Хорошо. Смотрите, если этот сетевик, которому вы предлагаете такой бартер, он говорит: я не дам тебе контактов, потому что мной будут недовольны за то, что я дал эти контакты. В этом случае дайте ему распечатанный скрипт разговора с его людьми, если будут ему звонить после того, как вы с ними пообщались. Сейчас продиктую этот скрипт по рекомендации сетевика. Там: Иван Васильевич, я все прекрасно понимаю, ты занятой человек, все дела, просто меня попросили дать номера адекватных в плане новой информации людей, я дал несколько, в том числе и твой. Так что я не понимаю, почему ты возмущаешься. От тебя же не убыло, ну поговорил, ну выслушал, что такого-то. Там же никто тебя ни к чему не обязал, так? Ну да. С тобой корректно говорили, уважительно? Ну да. Тогда почему ты возмущаешься? Ну, он продолжает разговор. Дальше вы. Я понял тебя, ты пока не открыт конструктивным беседам. Мы изредка будем держать тебя в курсе. Спасибо за обратную связь. Тихо, мирно, дружелюбно, но с четкой позицией хозяина ситуации. И такой нюанс. Будьте готовы сами дать контакты. И будьте настойчивы. Следующая тема – это холодный рынок в сети.
соцсети. Определите свою целевую аудиторию. Целевая аудитория – это не обязательно опытные сетевики. Это могут быть просто активные, целеустремленные люди, которые интересуются новыми проектами и идут по жизни с открытыми глазами, в принципе. Делайте добавление по интересам. Также рекомендация в свой профиль в соцсети в том же ВКонтакте вставляйте в раздел «Интересы», МЛМ, сетевой маркетинг, бизнес, успех, саморазвитие и так далее. Благодаря этому сетевики сами начнут вас добавлять по 5-10 человек в день. Также вы сами должны добавлять друзей себе на страничку. Задача, как минимум 500 контактов в месяц. Дальше, виды холодных контактов в реальности. Во-первых, это случайные контакты. Например, в магазине, на заправке, в банке, в парке, хоть где, в принципе. Везде оставляйте след о себе, везде знакомьтесь с людьми. У нас профессия такая, знакомиться и общаться с людьми, в принципе. Поэтому не будьте замкнутым человеком, а общайтесь, постоянно знакомьтесь с новыми людьми. Следующий очень эффективный метод – это соцопросы. Кто применял в своем опыте соцопросы для того, чтобы рекрутировать себе людей в сеть? Кто знает, что такое соцопросы и кто это применял, пишите в чат. Кто не применял, пишите в чат. Понял. Кто-то применял, кто-то нет. На самом деле соцопросы – это один из самых эффективных способов для того, чтобы наработать себе новые контакты на холодном рынке. Примеры вопросов такие могут быть. Первый вопрос – как вас зовут? Второй – вы работаете или учитесь? Третий – хотели бы вы увеличить свой доход? Четвертый – вы открыты к новым возможностям? Пятое. Вы сможете посетить информационную встречу завтра в 19 часов. И шестое. Ваш контактный номер телефона. Вопросы на самом деле элементарные, и эти опросы можно проводить как самому, так и, в принципе, нанимать даже и промоутеров или делегировать это вашим новичкам. В этом ничего сложного нет. Допустим, говорите вашим новичкам, проведите соцопрос, походите по улицам, а информационную встречу, презентацию проведу я, как более опытный партнер. Ничего сложного в этом нет, в принципе, в такой схеме. Дальше, какие еще методы работы с холодными контактами? Это работа по телефону и работа с листовками. Работа с листовками вообще могут работать хоть студенты, хоть те люди, которые только-только пришли к вам в проект. Просто приготовьте им заготовленные листовки, пусть они раздают, и благодаря тексту, который очень тщательно продуман, вы будете привлекать людей на информационную встречу. Но сразу говорю то, что работа с листовками нужно продумывать очень тщательно. Не пробовать, допустим, раздать 200-300 листовок, от этого эффект будет нулевой. Как минимум нужно раздавать по 500 тысяч листовок в день в течение 15-20 дней. Тогда эффект будет, и эффект будет достаточно сильный. Напишите, кто вообще пробовал работать с листовками для приглашения на ваши презентации, которые вы проводите в офисе. Если нет, то пишите нет. Если пробовали работать с листовками, напишите, какие результаты.
Если результаты были слабые, то напишите, сколько листовок вы раздали, на каком промежутке времени вы эти листовки раздали. Напишите в чат. Нулевые результаты были наверняка из-за многих причин. Во-первых, возможно, у вас неправильно продуман текст был, возможно, формат листовок был некорректный, возможно, вы раздали очень мало листовок, возможно, вы раздали их всего там 1-2 дня, к примеру. Если долго и упорно этим заниматься и в больших объемах, то эффект будет обязательно 100%. И помните, отказы будут всегда на любом уровне. Не стоит принимать их за окончательное решение, уж тем более за отношение к себе. Необходимо осознать всю силу теории исходящего потока. Поразмышляйте над ее смыслом. Важно назначить себе необходимый минимум работы на каждый день. Ключевые слова – на каждый день. Наш бизнес – это систематическая ежедневная работа. Только так можно преуспеть в нем. Экспериментируйте и нарабатывайте свой стиль приглашения. Ну, сейчас мы откроем мою, наверное, любимую тему. Это создание личного бренда. Напишите в чате, надолго вы пришли в MLM и в интернет-бизнес, или на полгодика, на месяц так попробовать. Если надолго, пишите надолго. Если нет, то пишите нет. Мне важна ваша обратная связь. Кто-то вот на 400 лет сюда, да? Ответьте мне на вопрос. Кто понимает, что такое создание бренда в интернете, например? И что для этого нужно? Кто не понимает, пишите «не понимаю», «не знаю». Все правильно, должно быть имя узнаваемо. То есть вы должны сделать так, чтобы вас узнавали в рядах сетевиков, чтобы вы были на слуху постоянно. Что нужно для того, чтобы создать и раскрутить личный бренд? Во-первых, используйте соцсети. Во-вторых, видеоконтент обязательно делайте. То есть обязательно снимайте видеоролики о вашем проекте, видеоинструкции, презентации, тематические вебинары. Вот, например, такой, как сейчас провожу. В принципе, я это делаю именно на наработку, на создание своего личного бренда. Дальше. Пишите качественные посты на вашей страничке и на страничках ваших друзей. Создавайте и показывайте вашу уникальность. На самом деле люди идут не на суперпроекты, не на уникальный маркетинг и продукт. Люди на самом деле идут на людей, личности и на лидеров. Становитесь лидером для ваших новичков. Самое элементарное, начните с репостов с добавлением ваших мыслей. Ваш профессионализм в вопросах темы данного вебинара волнует 99% всех сетевиков в принципе. То есть наши первые шаги. Начните с репоста записи этого вебинара, но обязательно с добавлением своего комментария и своих мыслей. Я сейчас озвучу 5 составляющих успеха в MLM. Первое – это профессиональный уровень. То есть вы должны профессионально подходить к бизнесу, вы должны на 100% знать ваш продукт, знать ваш маркетинг-план, знать ваш бизнес от и до. Второй пункт. Энергия. Больному человеку на самом деле сложно вести бизнес, поэтому моя рекомендация – занимайтесь спортом, укрепляйте здоровье. Третий пункт.
Развитие и узнаваемость. Ваша задача стать узнаваемым в кругах MLM. Четвертое. Самооценка. Ставьте себе грандиозные большие цели, не ограничивайте себя в этом. Пятое. Идеи. Когда мы с головой погружаемся в какое-то дело, то нас постоянно посещают разные идеи по продвижению, но не всегда мы их реализуем. Начните записывать ваши идеи и в дальнейшем реализовывать их. Кто знает, какая идея выстрелит в дальнейшем. И еще, достичь успеха только с помощью силы воли очень сложно. Нужно правильно выстроить свое окружение, и оно само протолкнет, приведет вас к цели. Сейчас у меня к вам вопрос. Сейчас картинка сложилась. У кого вообще какие мысли? Пишите в чат. Вообще полезная информация для вас сейчас была озвучена или нет? Спасибо. Тогда будем подводить итоги. Понятно, что для новеньких непонятно будет, что к чему. Если есть какие-то вопросы, то задавайте. И путь, который я сейчас озвучил, это путь не на один день, не на одну неделю, не на месяц даже. Работа здесь непочатый край, в принципе. Как минимум несколько месяцев, полгода вы можете раскручивать свой бренд в интернете. Как минимум месяц-два вы будете тренироваться, приглашать людей и так далее. То есть все поэтапно, но расписывайте себе ежедневно дела. Каждый день делайте что-то, делайте звонки, делайте встречи. В итоге, когда вы будете проделывать всю эту работу, у вас уже есть потенциальная база в 3000 и более человек. У вас появится практический опыт, который вы можете и должны делиться, тем самым создавая личный бренд. На самом деле, дальше у вас уже появилась качественная, широкая первая линия благодаря тем навыкам, тем умениям, которые вы применили на практике. Вы точно знаете, как и чему учить вашу первую линию. Что сделать прямо сейчас? Во-первых, если кто-то еще не добавил меня в друзья ВКонтакте, то добавляйте. Сейчас ссылку еще раздам. Дальше. Добавляйтесь ко мне в друзья, дожидайтесь вебинаров в записи, делайте репост и пишите развернутый отзыв. Изучите вебинар, еще раз просмотрите вебинар в записи, обязательно выпишите все скрипты, которые вам понравились, которые вас заинтересовали, которые вы хотите применять на практике. Дальше. Применяйте полученные знания на практике. И самое важное, это в течение первых 48 часов начните применять на практике. Идите навстречу своим страхам. Если боитесь, то обязательно делайте. Теперь еще такой нюанс. На самом деле я работаю корректно, и после проведения вебинара я не буду рекрутировать чужих приглашенных. То есть если кто-то вас пригласил на этот вебинар, то и обращайтесь к этому человеку, в принципе. Дальше следите за новостями у меня на страничке. Скоро буду проводить следующий вебинар на тему «Эффективный запуск новичков в сетевом проекте». Вообще, интересна ли вам такая тема? Напишите в чате, какие темы еще были бы вам интересны в плане развития вас и вашего бизнеса. Еще раз озвучу тему. Эффективный запуск новичков в сетевом проекте. Интересна вам такая тема вебинара будущего?
Так, работа с людьми, как мотивировать себя. Да, опрос сделаю. Да, в принципе, опрос у меня уже есть на страничке. И эта тема была вторая, в принципе, по популярности. То есть тема «Эффективный запуск новичков в сетевом проекте». Дальше. Так, минутку. Сейчас я поставлю промо-ролик компании, благодаря которой мы сегодня здесь собрались. Ролик идет всего 1 минуту. Вообще, кого заинтересует проект, пишите мне или тому человеку, который вас пригласил на этот вебинар. Более подробная презентация проекта будет 7 сентября, это воскресенье, в 20 часов. После ролика могу выделить 5-10 минут на ответы на вопросы по теме вебинара нашего сегодняшнего, если они у вас накопились. Идеальный бизнес в интернете. Какой он? Давайте порассуждаем. Задайте себе вопрос, что вы хотите получить от своей интернет-компании. Надежность и стабильность на многие годы. Никаких обязательных условий и квалификаций. Максимум прибыли для вас и для вашей структуры. Равномерный рост вашей команды за счет пиар-компании самой организации. Постоянный и стабильный доход. Моментальный вывод средств на ваш кошелек. А может заработать сотни тысяч долларов, на дивиденды от которых вы сможете прожить остаток своей жизни? Купить шикарный автомобиль, дом и помочь родителям? Или, возможно, вы хотите посмотреть мир и отправиться в путешествие? Похоже, что вы нашли то, что искали. WorkBcorp. Свежий взгляд на интернет-бизнес. Подробности на сайте www.workbcorp.com. Так, у меня так, я вижу вопрос. Простите, вас как бы меня зовут Сергей Хомутов, если кто-то опоздал на вебинар. Так, ссылка не открывается, да? Валерий, напишите, если вы добавили меня ВКонтакте, то напишите мне сообщение ВКонтакте и ссылку на базу Skype, на Skype-базу сетевиков я вам скину в личном сообщении. Кому это также интересно, тоже пишите мне, я вам напишу личным сообщением. На самом деле очень интересный и очень полезный инструмент в качестве наработки новых знакомств, новых контактов с рекрутинг на холодной базе. Очень хорошая практика, всем рекомендую. Если еще есть какие-то вопросы, задавайте. Так, вот здесь ссылка на мою страничку ВКонтакте.